Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я в прошлом видео делала вот эту наволочку, а сегодня я планирую делать наволочку компаньон к этой подушечке, чтобы у меня была пара. Ссылку на предыдущее видео я обязательно оставлю в описании к этому. Там еще и я показываю свою любимую модель наволочки, как ее шить. Самая простая наволочка и при этом очень удобная. Я беру ту же самую шторную ткань, которую я использовала в прошлом видео, остатки обрезки штор. Выкроила квадратик размером 22 на 22 сантиметра и разметку делаю для того, чтобы у меня моя вышивка, которую я буду делать, была все-таки более-менее геометрически правильной, чтобы не сильно кривая получилась. На пересечении линии сделала кружок. От кружка отложила по 2,5 сантиметра, это будет высота моих лепесточков. И потом дальше я также ориентируюсь на эту разметку, чтобы все получилось более-менее ровненько. Девочки, пока все еще тут, все дома, я хотела сказать, я, наверное, в следующее воскресенье сделаю пропуск в видео, потому что сейчас очень много работы на даче, как всегда в начале сезона. Но зато на моем втором канале, который посвящен моей жизни, огороду, собаке, кошке, ну, всем таким вот делам, не относящимся к рукоделию, там будут почаще видео. Так что, если вы еще не подписались, а вам интересно, ссылочка на мой новый канал будет в закрепленном комментарии. Заходите, я вам буду очень рада. Кружочек в центре я вышивала тамбурным швом, а вот этот у меня называется стебельчатый. Но он не только у меня так называется, он вообще так называется. Значит, этот стебельчатый. Мне, кстати, недавно написали и время от времени пишут в комментариях, что я очень много говорю во время видео. Ну, девочки и мальчики, у меня такая манера ведения канала. Я говорю, кто-то музыку включает, и вы получаете релакс, смотря вот как кто-то работает, да еще и под музыку. Но я вот люблю поговорить, что вот такой у меня характер. Вот этот шов я уже показывала, у меня было отдельное видео ему посвященное. Мне очень нравится, шов полистрина называется. У него есть несколько разновидностей в зависимости от ниток, в зависимости от длины ножки, на которой в какую сторону эта ножка. То есть, если вас интересует этот шов, я оставлю ссылочку в описании к этому видео на отдельный мастер-класс, который как раз рассказывает все нюансы этого шва полистрина. Мне очень нравится, как он выглядит, просто замечательно. И издалека, да даже и изблизи, похоже, как будто там бусинки, а не нитки. Да, кстати, я еще хотела сказать, как-то незаметно нас стало 150 тысяч. То есть у меня стало 150 тысяч подписчиков, прям круглое число. И я очень рада и очень благодарна вам за то, что вы подписываетесь, верите в меня, рассчитываете, что я вам что-нибудь новенькое покажу и расскажу. Я очень рада, что вы со мной, что пишете мне замечательные комментарии и хвалите меня, и советы даете. Я очень этому рада. Спасибо вам огромное. Следующий шов, это называется тоже узелковый, относится к узелковым, и у него название французский узел. Но, по крайней мере, в русском языке название французский узел. Как в других языках, я не знаю. Этот французский узел на такой ножечке получается, как бы на ножке. Вот. А я сейчас вам покажу еще просто французский узел, у которого ни ножек, ни ручек, делается совершенно просто. То есть выводим иголку с ниткой, наматываем 1 или 2 оборота, в зависимости от того, какой нам нужен узел. И рядом с проколом, с которым заходили, выходим на изнанку, делаем прокол прямо рядышком. И получается обычный французский узел. Девочки, я в этом видео постаралась использовать те цвета, которые у меня и в предыдущей наволочке. Да? Я же делаю компаньон, но при этом получается, что там на белом фоне и я использовала еще 2 зеленых оттенка.
А здесь у меня на зеленом фоне зеленые оттенки вообще будут не видны. Поэтому я сюда ввела еще вот этот вот светло-светло-розовый, которым делала французские узелки на ножке. Ну и вот полистрина шов. Потому что если я не введу дополнительный цвет, будет, ну, слишком такая монохромная, и все такое будет не яркое. Я, если честно, прям страдала, потому что я не могла использовать каких-то ярких красок. Мне надо было придерживаться вот этой цветовой гаммы, которая у меня предыдущей наволочки. Но при этом все равно я, конечно, ввела дополнительный цвет, иначе бы у меня совсем получилось некрасиво. Вот этот оттенок, он есть в той наволочке, поэтому я его смело использую. Добавляю. Это вот то у нас был тамбурный шов, а это простой тамбурный стежок. Измучилась я с этими нитками, они постоянно у меня почему-то путались. Это мулине. Я их не очень люблю, но те цвета, которые мне нужны, только вот в этих нитках у меня оказались. Поэтому пришлось их использовать. В результате вот что у меня получилось, девочки. Смотрите, какая. Мне кажется, уже симпатично. За счет того, что добавила вот этот вот серый цвет, но он у меня есть в предыдущей наволочке. Но вот этот вот светлый розовый, он очень оживляет. Он как бы оттеняет все остальные цвета, делает их как бы ярче и симпатичнее. Снимаю с пяльцев свою заготовку. И, девочки, надо отгладить. Отгладить лучше, если с изнанки, чтобы не примялась вышивка. И теперь смотрим. У меня была заготовка 22 на 22 сантиметра. А после вышивки она, видите, немножечко потеряла форму. Я вот ручкой отметила, да, выровняла все. И теперь срежу лишние неровности. И в результате после выравнивания у меня получился размер заготовки 21 на 21 сантиметр. Видите, насколько вышивка ее немножечко сжала. Я срезаю совсем чуть-чуть. Как шить наволочку я показывать не буду, потому что я только что в предыдущем видео, на которое ссылка в описании, это показала. А перехожу сразу к приятному. Вот она уже готова. По-моему, получилось очень симпатично. Я очень рада, что у меня вот эта вот ткань в полосочку, прям вот один в один, мне кажется, она попадает с цветами. Ну или я попадаю с цветами к этой ткани. Получилось очень симпатично. И они такие подушки. Одна поменьше, которая первую я делала. А вот эта сегодняшняя, она чуть-чуть побольше. Та 40 на 40, это 45 на 45. Мне даже которая побольше нравится. Напишите, какая вам нравится больше. А может быть, найдутся люди, которым вообще никакая не нравится. Или, может быть, скажете, что надо было делать две совершенно одинаковые, но мне так не интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.